Сейчас в интернете набирает популярность тренд, который в интернете называется No Buy List. Суть простая. Люди публично отказываются от покупок. Не потому что не могут, ну, по крайней мере, так это подают, а потому что они якобы осознанные, зрелые и вообще выше этого. На поверхности все это выглядит очень красиво. Минимализм, экология, дисциплина. А если копнуть чуть глубже, возникает странное ощущение. Почему-то это выглядит не как сила, это выглядит как адаптация к сужению возможностей. Самое интересное то, что мы в играх уже проживали точно такую же механику уже много раз. Просто в играх называли ее честно. В Frostpunk все начинается предельно ясно. Мир умирает, ресурсов не хватает, холод, люди замерзают и умирают. Игра сразу ставит тебя не в позицию героя, а администратора катастрофы. Ты не выбираешь между хорошо и плохо. Ты всего лишь выбираешь между плохо и еще хуже. Вводишь детский труд не потому, что ты херовый, а потому что иначе город не переживет ночь. Ты отменяешь выходные, режешь пайки, жертвуешь надеждой, потому что объективно ресурсов не хватает. Стоит обратить, что сам Frostpunk никогда это не называет осознанностью. Он тебе не говорит, что ты выше потребления, ты дисциплинирован, ты сделал правильный моральный выбор. Он говорит тебе честно. Ты сделал это, потому что иначе все бы умерли. Ну и получается, что это режим выживания, а не стиль жизни. А что если все переиначивать? Вот представь, Frostpunk взял и начал говорить иначе. Ты не бедный, ты просто осознанный. Гордись тем, что у тебя мало. Отказ от комфорта делает тебя выше других. Абсурдно, да? Блин, но ровно это сейчас происходит в реальности. Когда падение доходов, нестабильность, отсутствие горизонта маскируется под добродетель отказа. No buy перестает быть временной мерой и начинает продаваться как идентичность. Здесь и начинается ловушка, потому что в этот момент человек перестает искать выход и начинает объяснять, почему так правильно. Переключимся на Dark Souls. В начале этой игры ты тоже слабый. У тебя тоже ничего нет. Ты умираешь снова и снова. Но есть принципиальная разница. Dark Souls никогда не романтизирует твою слабость. Игра тебе не говорит: страдание очищает. Нищета делает тебя особенным. Оставайся таким. Это путь. Наоборот, каждая смерть — это сигнал. Каждая боль — это информация. И каждое огорчение — это всего лишь временное состояние. Ты можешь пойти фармить, можешь подкачаться, можешь пойти на другую локу, отступить от этой и вернуться позже. В Dark Souls никто не гордится отказом. Те, кто играет и проходит, обычно не кичатся тем, что я принципиально не качаюсь, я выше ресурсов, я выбрал путь лишений. Потому что в рамках игры это все звучит как глупость. Отказ в этой игре — это тактический, а не идеологический. Вот где проходит настоящая граница. В Frostpunk отказ происходит, потому что нет другой альтернативы. В Dark Souls отказ, потому что ты готовишь следующий рывок. А эту грань сейчас активно стирают. Когда тебе говорят: не покупай, не хоти, не стремись. Но при этом никто не говорит: усиливайся, накапливай, выходи. Это уже становится не дисциплиной, а адаптацией к клетке. Если практика не увеличивает твою силу, она отнимает ее. Отказ, который не превращается в рычаг, по итогу становится просто утечкой. Вопрос вообще не в no buy и не в покупках. Вопрос в том, в какой игре ты сейчас находишься. Это Dark Souls, где ограничение это временно и есть выход? Или же это Frostpunk, где тебя просто убедили, что выживание теперь это новая форма достоинства? В хороших играх ответ всегда находится сам.